Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня я хочу показать вам вот этот узор. Думаю, он понравится всем, кто любит получить красивый результат и не заморачиваться в процессе вязания. Вот такой узор, он выглядит достаточно сложно, как для его исполнения, а в процессе вязания он до безобразия легкий и интуитивно понятен. Этот узор выполняется в шахматном порядке, хотя сразу с первого взгляда и не скажешь этого. Этот узор будет замечательно смотреться как в летнем топе, например, как вы видите сейчас на экране. Также получится очень красивая эффектная футболка. Будет великолепно выглядеть в джемпере, платье, красиво смотреться кардиган или же палантин. Вот так этот узор. Давайте я покажу, чтобы камера немножечко искажает. Вот так будет выглядеть этот узор при вязании снизу вверх. Если же вы будете вязать его от горловины, он будет выглядеть вот таким вот образом. Изнаночная сторона его очень простая, и вот по изнанке можно понять, что узор действительно очень легок и прост в исполнении. Также вот этот узор можно вязать практически из любой пряжи, что еще больше упрощает задачу. Он будет красиво смотреться как в тонюсенькой пряже, так и в достаточно толстой. Можно легкий меланж пустить в этот узор, будет тоже очень красиво выглядеть. Пушистые все пряжи, легкую фантазию можно с люрексом. Где-то бусинку можно вплести. Все это будет выглядеть очень эффектно и актуально. К спицам этот узор также не привередлив, но я бы хотела сказать, что именно для этого узора стоит прислушаться к рекомендациям производителя по выбору размера спиц, учитывая, конечно, вашу личную плотность вязания, потому что вот в рыхлом вязании мне лично не очень нравится, как он выглядит. Он теряется. Но все это очень индивидуально и нужно просто это пробовать. Итак, раппорт данного узора составляет 18 петель в ширину и 16 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт узора, поэтому я набрала 21 петлю, 18 это петли узора, 1 петля симметрии в конце ряда и 2 кромочные петли. Если же вы вяжете по кругу, то вы набираете количество петель кратное 18. Петли симметрии и кромочные, соответственно, вам будут не нужны. Первый ряд. Кромочную я переснимаю и сразу начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная петля, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я разворачиваю петли так, чтобы первая дужка смотрела на меня и провязываю вот таким образом. Дальше 2 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная петля и симметрично накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении же влево, наоборот, петли должны быть открыты и вторая дужка смотреть на меня. И провязываю я их вот так одной лицевой петлей. Далее накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю изнаночной, это петля симметрии и кромочной. Все четные ряды этого узора провязываются по рисунку, то есть изнаночная петля изнаночная, лицевая лицевая. Если же вы вяжете по кругу,
Также вы провязываете все по рисунку, накиды провязываете лицевой петлей. Второй ряд я провяжу вместе с вами. Далее четные ряды я буду пропускать, потому что они вяжутся очень просто, узор там не формируется. Итак, кромочную я переснимаю. Вот у меня лицевая петля, я ее провязываю лицевой. Далее идут изнаночные петли, я их провязываю изнаночными. Накид также провязываю изнаночной петлей. Далее у меня идет изнаночная, накид провязываю изнаночной, лицевую лицевой, накид изнаночной петлей, изнаночная. И таким образом я буду провязывать этот ряд до конца. Те петли, которые смотрят на меня как изнаночные, я их провязываю изнаночной, лицевыми. Ряд заканчиваю кромочной, у меня это изнаночная скрещенная. Третий ряд. Кромочную я переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. Одна изнаночная, одна лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, 1 изнаночная, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 лицевая. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной петлей симметрии и кромочной. Пятый ряд. Кромочную я переснимаю. Далее вяжу раппорт узора. 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, 1 изнаночная и симметрично 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной и кромочной петлей. Начиная с 9 ряда я провязываю тот же узор. Все то же самое, только со смещением пол раппорта. То есть сначала провязывается вторая часть раппорта, потом первая. Итак, 9 ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 1 изнаночная. Продолжаю симметрично. 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии, это изнаночная и кромочной петлей. 11 ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,
накид и 1 изнаночная. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной, это петля симметрии, и кромочной. 13 ряд. Кромочная петля, 1 изнаночная, 2 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная петля и симметрично 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 2 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора. Заканчиваю ряд петлей симметрии и кромочной. 15, последний лицевой ряд этого узора. Кромочная петля, 1 изнаночная, 8 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 1 изнаночная, 8 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Я закончила вязать раппорт узора. 1 изнаночная, это петля симметрии, и кромочная. После 16 ряда вы повторяете узор с 1 по 16, таким образом чередуя. И вот как он выглядит в этом цвете. Думаю, узор вам понравился, и если не сейчас, то вы сохраните его и вернетесь к нему чуть позже, потому что такие узоры, они никогда не теряют свою актуальность, в исполнении очень простые, а выглядят достаточно эффектно. Всем хорошего дня и до встречи на канале!